Ты открываешь глаза посреди ночи, сердце бешено стучит, ладони влажные, в голове мешанина из страшных образов. Кто-то гнался за тобой, ты падал в пропасть, или хуже, ты хотел крикнуть, но не мог издать ни звука. Знакомо? Оказывается, мозг устраивает эти ночные представления не для того, чтобы испортить тебе сон. За этим хаосом стоит продуманная эволюционная логика. Человек – единственное животное, которому снятся кошмары в таком количестве. И мы не просто так мучаемся по ночам. Мозг использует это время как тренажер. Он проигрывает угрозы, чтобы подготовить себя к встрече с ними в реальности. Древние люди бегали от хищников. Мы бегаем от дедлайнов и начальников. Но механизм остался тем же. Страшный сон – это не баг, а часть системы выживания. Когда ты убегаешь во сне от монстра, твой мозг запоминает маршрут и решение. Когда ты тонешь, он учится не паниковать. Когда кто-то держит тебя за горло, он ищет лазейку. Тело реагирует как на настоящую угрозу, но твоя жизнь вне опасности. Все это происходит под одеялом, в тепле и безопасности. Это своего рода симулятор, в котором ты не можешь провалиться, зато можешь натренировать реакцию. Люди, которым снятся кошмары, быстрее принимают решения в критических ситуациях. У них нет времени на долгие раздумья. Их мозг уже тысячи раз прокручивал варианты. Это похоже на то, как пилоты летают на тренажерах. Они проходят через аварии снова и снова, чтобы, когда все пойдет не по плану, не растеряться. Кроме того, кошмары – это способ мозга переработать то, что ты не прожил днем. Тревоги, страхи, старые обиды, чувство вины. Днем ты отмахиваешься от них, а ночью они возвращаются. И это нормально. Мозг не умеет оставлять эмоции без внимания. Ему нужно найти им место, разложить по полочкам, переварить. Иногда он делает это через жуткие сюжеты. Так что страшный сон после тяжелого дня – не повод для паники. Это просто твой мозг проводит ночную уборку. Некоторые ученые идут еще дальше. Они считают, что кошмары снижают стресс. Парадоксально, но факт. Переживая ужас во сне, ты приучаешь нервную систему к страху. Ты проходишь через это снова и снова, и постепенно страх перестает быть всепоглощающим. Интересно, что кошмары особенно любят тревожных людей и тех, кто много размышляет. Чем больше ты прокручиваешь события в голове днем, тем активнее работает мозг ночью. Ты просто устроен так, что чувствуешь острее и замечаешь больше. Это не слабость, это особенность. Так что кошмар – это не знак, что с тобой что-то не так. Это знак, что твой мозг не дремлет. Он заботится о тебе, пусть и такими пугающими методами. Утром ты будешь выглядеть так, будто пробежал марафон, но внутри станешь чуточку крепче. В следующий раз, когда проснешься в холодном поту, не ругайся на мозг. Он просто тренирует тебя, без выходных и без перерывов.